Дорогие друзья, приветствую вас на канале Разумная медицина, доктор Евдокименко. И сегодня я хочу рассказать вам о том, как бороться с шумом в ушах. У кого-то это шум, у кого-то это звон или свист. Он может быть в одном ухе или в двух ушах, или это может быть шум в голове. И по-научному это состояние называется тиннитус. И если вы решили посмотреть эту программу, значит эта проблема есть либо у вас, или у кого-то из ваших близких. И возможно, вы к врачам еще не обращались по этому поводу, или обращались, но врачи вам, к сожалению, не помогли. Тем более, что, как я заметил, с этой проблемой многие врачи действительно порой не могут справиться, к сожалению. Поэтому будем разбирать эту тему здесь. Сразу предупрежу, что методы, о которых я буду сегодня рассказывать, помогают не во всех 100% случаев шума в ушах, но в 80% помогают, причем довольно быстро, за 5-7 дней. Поэтому, если за 5-7 дней у вас будет хорошее улучшение, вы можете продолжить лечение дольше, скажем, 3-4 недели, для закрепления результата. Но если за 5-7 дней никакого эффекта от нашего лечения нет, тогда все-таки нужно обращаться к врачам. Лечением шума в ушах занимаются врачи-отоневрологи или лор-врачи. Итак, первое, что нужно сделать, если у вас появился постоянный шум или звон в ушах. Это банально, но почему-то многие этого не знают. Нужно почистить уши ватной палочкой. Только есть некие правила. Нельзя очень сильно эту ватную палочку засовывать, извините, в ухо. То есть нужно легкими очищающими движениями, вращающими, снять из ушей, вынуть, скажем так, серу, которая там накопилась. Ни в коем случае сильно не давите, потому что иначе вы можете повредить барабанную перепонку или, как говорят лор-врачи, эту серу еще больше утрамбовать. Очень аккуратно прочищаем уши, делаем это один раз в день, но попробуйте это сделать хотя бы на протяжении 3 дней подряд. Второе. Проверьте свое артериальное давление. Если неожиданно зашумело в ушах или уши заложило, это может быть признаком повышения давления, одним из признаков гипертонии. Третье. Наверное, с этой темой я вам уже надоел, но нужно проверять аннотации тех лекарств, которые вы принимаете. Потому что если вы ежедневно принимаете какие-то препараты, например, от давления или от холестерина, то вот некоторые из таких препаратов могут давать побочный эффект – шум в ушах. Если в инструкции к препарату этот симптом описан, то значит ваш препарат нужно будет поменять на какой-то другой, у которого нет таких побочных эффектов. Четвертое и, пожалуй, самое главное. Очень часто шум в ушах появляется из-за проблем с шеей. Например, у человека зажимает мышцы воротниковой зоны. Но, к счастью, с этой проблемой в большинстве случаев справиться несложно. У нас на канале есть видео, оно называется «Гимнастика для лечения шеи». Так вот, эта гимнастика помогает в большинстве подобных случаев. И ссылка на этот ролик будет дана под нашим сегодняшним видео. Упражнения для шеи нужно делать 1 раз в день, максимум 2 раза в день. И если шум в ушах был вызван именно проблемами с шеей, то, скорее всего, они очень быстро помогут. Но, как я уже говорил, поделать их нужно на протяжении какого-то времени, как минимум 3-4 недели. Помимо лечебной гимнастики для шеи, делаем очень простое упражнение. Ладони рук плотно прижимаем к ушам, то есть мы уши как бы сдавливаем, и круговыми движениями уши растираем. То есть вот так это делается в течение 1 минуты. И потом резко через минуту руки убираем. И еще одно простое упражнение для стимуляции кровообращения. Находим под ушами, вот здесь ямочки такие у нас есть. Ставим туда 2 пальца. И начинаем просто от этих ямочек вокруг уха как бы сверху вниз растирать вот таким движением. Это очень простое упражнение. Растираем примерно 30-40 секунд. Таким образом. Мягко, плавно, ни в коем случае не допускайте какой-то сильной болезненности. О чем еще стоит сказать? И о чем меня многие спрашивают. Психосоматика шума в ушах. Многие врачи, например, в психосоматику не верят, а тем не менее, многие люди уже поняли, что такое явление существует, что у разных болезней есть свои психологические причины. Это называется психосоматика. Так вот, в чем психосоматика шума в ушах? Луиза Хей, которую я бесконечно уважаю, и некоторые другие авторы книг по психосоматике утверждают, что возможная причина шума в ушах – это внутреннее упрямство и нежелание что-то слышать. Но в данном случае я с уважаемой мной Луизой Хей не совсем согласен. С моей точки зрения, нежелание что-то слышать и внутреннее упрямство – это возможные психосоматические причины снижения слуха. Но если говорить именно о шуме в ушах или свисте в ушах, звоне в ушах,
то часто причина этого состояния – банальный стресс. У очень многих моих пациентов вот это состояние начиналось после какого-то сильного нервного потрясения или сильного стресса. Иногда дополнительным провоцирующим фактором может быть недосып или неправильный режим сна. Некоторые люди очень поздно ложатся спать после 2-3 часов ночи, и вот это тоже может давать некие предпосылки к появлению шума в ушах. И если говорить о чистой психосоматике, с моей точки зрения, к шуму в ушах может приводить такое состояние, которое я характеризую словом «внутренняя суета». У человека роится слишком много мыслей, у него слишком много дел, в голове о чем он только не думает. И вот он никогда не может расслабиться, никогда не может отдохнуть. У него все время какие-то заботы крутятся в голове. Вот с моей точки зрения, это как раз может стать психосоматической причиной шума в ушах. Но, как я часто рассказываю в своих программах, психосоматика – это очень важно, но это далеко не единственная причина шума в ушах. И если у вас есть шум в ушах, психосоматику нужно учитывать, но нужно не забывать лечиться, скажем так, физическими методами. Ну, например, теми методами, о которых я рассказал в сегодняшней программе. Резюмирую, дорогие друзья. Если у вас есть шум, свист или звон в ушах или в голове, то приводим в порядок состояние своей нервной системы, расслабляемся, находим время на отдых, ну и проводим лечение, о котором мы говорили. То есть делаем чистку ушей, проверяем аннотации тех препаратов, которые вы принимаете ежедневно, проверяем свое артериальное давление, делаем гимнастику для шеи, делаем растирание за ушами и прижимание ладоней к ушам. Проводим все это лечение 5-7 дней. Если оно помогает, его продолжаем. Если за 5-7 дней легче не стало, обращаемся все-таки к врачам. И тогда уже нужно проходить серьезную диагностику. Потому что шум в ушах может вызываться очень разными причинами. Это может быть и бляшка в сосудах, это могут быть проблемы внутреннего уха или проблемы среднего уха. Кстати, мало кто об этом знает, но иногда шум в ушах может появляться банально из-за аллергии. Но как раз этот случай решается очень просто. Достаточно попробовать 3 дня попить противоаллергические таблетки. Если шум в ушах при приеме этих таблеток уменьшается, то, возможно, причина как раз была в банальной аллергии. Еще шум в ушах или свист в ушах могут давать какие-то эндокринные заболевания, например, болезни щитовидной железы. В общем, если ничего быстро не помогает от этого состояния, нужно тщательно обследоваться. Но я все-таки надеюсь, дорогие друзья, что если вы проводите лечение нашими методами, вы попадете именно в те 80% людей, которым наше лечение помогает. И, пожалуйста, если вы пользуетесь нашими методами, напишите, каких результатов вам удалось добиться. Напишите об этом в комментариях под роликами. Это будет важно и для нас, и для многих других наших зрителей. А то есть такая человеческая особенность, когда человек чем-то лечится, и ему быстро помогло, он, конечно, сразу о своей бывшей проблеме уже забывает и, как правило, об этом не пишет. И заходят, ну, скажем так, в комментарии под видео новые зрители, пытаются понять, а вот это лечение, оно хоть кому-то помогло? Ответа практически нет. Поэтому, пожалуйста, пишите в комментариях о своих результатах. И это на сегодня все, дорогие друзья. Мы желаем вам всего доброго. Будьте здоровы, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео.